Здравствуйте! Сегодня будет третий экспериментальный цветок Замиокулькас. Что я буду в него подкладывать, чем буду поливать, смотрите в этом видео. Про прошлое видео могу сказать, что цветы чувствуют себя пока нормально. Прошло всего пару дней, ничто не желтеет. Если что-то бы сразу было бы, то цветок бы дал бы об этом знать. Все цветы стоят под фитолампой 35 Вт. Это именно экспериментальные цветы. Хочу проверить, на каких подкормках будет расти тот или иной цветок. Время посадки примерно одинаковое, буквально будет в несколько дней разница. Если, например, выращивать простой Замиокулькас, то он растет наоборот активно, быстро и без всяких проблем. За год он дает до 20 листьев. Это в среднем при хороших подкормках, при хорошем освещении и при незаливе. А вот черный Замиокулькас растет, например, очень плохо. Даже при тех же подкормках выдает намного реже листья. К примеру, мой черный Замиокулькас не выдал столько листьев, сколько выдал именно простой. У простого до сих пор начинают вырастать новые листочки, хотя я его уже перестала подкармливать. Вот это черный Замиокулькас. В этом году он был 3 раза подстрижен. Это делала именно для размножения. И ему потребовалось несколько раз времени, чтобы восстановиться. Поэтому столько мало листьев. Для размножения последний раз я оставила для себя. И вот я буду пересаживать вот такой горшочек. Это горшок 400 грамм с специальными дренажными отверстиями. Буду использовать керамзит. Это практически стандартная процедура. Я на дно кладу именно керамзит. Раньше использовала камни Вортекс, но они намного дороже, поэтому если вы массово пересаживаете ваши цветы, керамзит будет по цене выгоднее. Грунт в этот раз буду использовать другой. Это универсальный грунт, желтый агробалт и чистый торф с вермикулитом. Получается у меня процентов 70 именно торф, процентов 10 вермикулит и процентов 20 будет универсальный грунт. Все это перемешиваем. Прошлые Замиокулькасы я пересаживала в чистый торф. Также я это все запишу и будем смотреть разницу с вами через 1,5-2 месяца, это в среднем, когда примется Замиокулькас и начнет давать корни. Возможно, что-то откроем, посмотрим, будет ли какой-то результат. Итак, несколько ложек в горшок подготовленного грунта. Обязательно закрываем камни керамзит. На керамзит голые корни не ставим. И использовать я буду микоризу. Она у меня находится вот в такой вот баночке, так как это уже остатки. Я использую именно такую микоризу, как на картинке. Она, кстати, бывает разная, поэтому и дозировки, возможно, могут быть разные. Если будете использовать микоризу, смотрите именно на дозировки своего производителя. Я буду добавлять буквально столовую ложку на такой маленький горшок. Как уже было сказано ранее, что с микоризой нельзя использовать химические удобрения, но сегодня с вами рискнем и будем использовать полив именно с удобрением после микоризы. Это было написано на упаковке. Если у вас такая же упаковка, как у меня, внимательно прочитайте, что 1,5-2 месяца нельзя использовать химические подкормки, так как у микоризы теряются все свойства и она просто перестает расти. Но в этот раз мы будем использовать удобрения, хотя они сильно агрессивные, и посмотрим, что из этого выйдет. И следующее, что я буду подсыпать, это лозга рисовая. Именно эту подкормку я буду сыпать впервые для цветков Замиокулькаса. Я ее активно использую в своем огороде, но для цветков не использовала. Поэтому это экспериментальный цветок тоже впервые увидит именно такую подкормку. Рисовая лозга благоприятно воздействует на состав структуры почвы, а также она очень устойчива к воздействию грибка, либо улучшает химический даже состав почвы и снижает уровень засоления грунтов. Но так как у нас с грунтом пока все в порядке, мы сильно не использовали никакие подкормки, поэтому рисовая лозга будет пока у нас для разрыхления, и чуть позже она начнет действовать. Если регулярно вносить рисовую лозгу в почву, она увеличивает ее плодородность, газообмен и обеспечит культуру, любую культуру, основными микроэлементами питания. Ее можно использовать как для мульчирования, если вы, например, заливаете ваш Замиокулькас, либо наоборот он у вас пересыхает, то мульча прекрасно для этого подойдет.
Специального применения для именно грунта здесь нет. Это не указано у производителя. До этого брала рисовую лузгу немного другую. И там было в среднем 1 столовая ложка на литр грунта. Это именно для комнатных растений. У меня здесь даже 400 миллилитров, и поэтому я положу намного больше, 1 столовую ложку. И увидим результат уже позже. Вот у меня такие вот маленькие растишки. Сейчас я выберу один, который буду пересаживать. Пересаживаю пока черный замиокулькас, так как он намного медленнее растет. Потом буду пересаживать простой. И, возможно, скоро буду размножать замиокулькас зензи. Сейчас я открою и вам все покажу, какие корни у данного замиокулькаса. Вот смотрите, здесь растет и листочек, и один росток. Корневая система у них плотная, хорошая. И сейчас вам покажу, что наросло за месяц. У листочка вырос вот такой маленький клубенек, плюс корневая. У ростка вырос вот такой вот разветвленный клубень. Скорее всего, от него будут нарастать больше клубней и будет уже вырастать новая листовая масса. То есть он, если бы рос, скорее всего, один, дал более мощный клубень. Ему, скорее всего, листок этот мешал развиваться. Но я посажу их все равно вместе, так как они и росли вместе. Вот смотрите, они росли в одном стаканчике, и совершенно разная и корневая, и разный клубень. И подкармливались они одинаково. Вот такой вот горшочек получился. Я уже подсыпала грунт и немножко притрамбовала. И теперь мы будем поливать не с буйными удобрениями, потому что у нас подсыпана микориза, а полью со спирулиной. Спирулина у меня для людей обычно это витамины, они у меня на 750 миллиграмм, то есть одна таблетка. Есть спирулины и на 500 миллиграмм, а также есть еще и меньше дозировки. В среднем нужно брать 1 грамм на 1 литр воды, но я всегда поливала спирулину вместе с хлореллой, было отличное сочетание, и брала 500 миллиграмм на 1 литр воды. Вот такие вот крупные таблетки, это сине-зеленая водоросль, которая идет именно витамины для людей. Стоимость их разная, и вот она зависит именно от миллиграмм именно в таблетке. Такая спирулина стоит около 400 рублей, есть спирулина простая из аптеки, стоит около 200 рублей. Итак, сейчас я растолкую данную таблетку. Она растворяется в воде очень быстро, но лучше все-таки ее растолочь. Спирулина содержит витамины группы А, В, С и Е, а также более 200 минералов. И, конечно, множество макро- и микроэлементов. Она служит источником калия, кальция, меди, хрома, железа, магния, фосфора, марганца, натрия, цинка и других. А также в ней есть хлорофилл. И таким образом растение получает сбалансированное полноценное питание. Вот сейчас вот я перемешиваю. Нужно буквально пару раз, и она перемешается. На моей банке спирулины написано 1000 миллиграмм, это вес таблетки. А именно свойства спирулины здесь 750 миллиграмм. Поэтому это немножко разное. Если вы будете выбирать спирулину, обращайте на это внимание. И к спирулине буду добавлять биогумус. Биогумус это оргоминеральное удобрение, так как у нас грунт состоит в основном из 70% торфа, а в нем нет столько много микроэлементов, которые нужны именно для активного и быстрого роста. В нем содержатся микроэлементы, но не в таких количествах, которые нужны именно мне. Биогумус отлично стимулирует рост у любого растения, даже если оно очень маленькое, а также помогает наращивать корневую систему, а также повышает иммунитет и сопротивляемость к различным заболеваниям. И, естественно, оно снижает именно стресс после пересадки. После пересадки растение испытывает очень большой стресс, и он замедляется в росте. Именно биогумус поможет в этом. Дозировка такая: для комнатных растений нам понадобится 5 мл биогумуса на 1 литр воды. Я смешиваю именно со спирулиной. Посмотрим, как поведет себя микориза, будет ли толк от микоризы, если мы полили такими удобрениями. Хотя я их не считаю именно буйными, химическими или какими-то там еще очень сильными. Это не азотные такие прям удобрения, которые очень мощные. Спирулина практически вообще безопасна для любого растения на любой стадии развития. Вот такой вот у меня раствор получился, темно-коричневого цвета.
И я буду поливать данный горшок. Обратите внимание, что в данном грунте содержится универсальный грунт, и вода не так быстро опускается, как в чистом торфе. То есть она задерживается. Это значит, что если будет перелив, то растение может загнить. Поэтому, если вы будете использовать простой грунт для замиокулькаса, имейте это в виду, что если будете переливать, растение может заболеть. И данный горшочек я помечаю цифры 3. Это третий экспериментальный горшок, именно с черным замиокулькасом, который будет расти по иной подкормке. Были внесены в грунт иные подкормки, и полив в дальнейшем также будет отличаться. Если кому-то интересно, подписывайтесь на канал. Если это будет нужно, через месяц-полтора сниму отдельное видео именно для этих горшочков. А на сегодня это все. Заходите на мой канал, смотрите другие видео, выбирайте понравившиеся подкормки для вашего растения. Смотрите обязательно именно на ваш цветок, что он требует. Всем спасибо и до свидания.